Добрый день, мои дорогие друзья! Вы на канале «Астрология доступна каждому». Меня зовут Оксана Семенович, я автор, ведущий этого канала и ведический астролог. И сегодня у нас с вами на очереди гороскоп из рубрики «Разборы гороскопов подписчиков». И я напоминаю о том, что я здесь периодически разбираю гороскопы, которые вы оставляете вместе со своими вопросами в специальном файлике. Файлик можно найти в описании, в комментариях к этому видео. По мере своих возможностей я разбираю ваши вопросы. Очень много вопросов было про личную жизнь. И последний разбор гороскопа про личную жизнь, большой ажиотаж, много ожиданий, что я вот посмотрю все вопросы по личной жизни. Я постараюсь личным вопросам по личной жизни, конечно, уделить больше внимания, но тем не менее я обещала разбирать разные вопросы. И хотелось бы в том числе разнообразие какое-то здесь внести, тем более, что эти видео очень полезны для новичков в астрологии, для тех, кто для себя вообще определяется, учиться, не учиться. Поэтому сегодня вопрос такой. Значит, я зачитываю прям то, что мне написала женщина, что жилья нет, она на сегодняшний день снимает квартиру, после развода живет с дочкой по съемным квартирам, и была после развода подача на раздел имущества, в результате было получено полдома, но так как имущество. Тут, в общем, сложная история с разделом имущества, и женщине присудили часть этого имущества, какой-то дом, половину дома, но тут там есть трудности с ремонтом, с установлением каких-то перегородок, поэтому, в принципе, на это претендовать очень сложно, но очень хочется. Очень хочется свою квартиру, и женщина на грани того, чтобы взять кредит на покупку квартиры, потому что не хочет жить на съемных квартирах. И вопрос в том, состоит, справится ли она с кредитом, будет ли выплачивать, будут ли ресурсы выплачивать этот кредит, потому что она очень хочет, во-первых, жить в своем жилье, но быть должной тоже морально очень сложно, и груз ответственности тянет. И, отвечая на этот вопрос, я бы его разделила на несколько частей. Вообще бы рассмотрела этот гороскоп по нескольким этапам, потому что всегда в вопросах, когда мы рассматриваем какой-то вопрос, мы всегда должны понимать потенциал человека в этой сфере. То есть бывают такие вопросы, допустим, условно. Встречу ли я мужчину, но для меня важно, чтобы мужчина был очень богатым, чтобы он меня обеспечивал. И, конечно, мы, в принципе, должны изучить гороскоп, есть ли потенциал на то, что может встретиться мужчина, который будет очень богатым, который будет щедрым и будет обеспечивать. А потом уже мы будем смотреть, когда вероятна встреча. С квартирами точно такая же история. Если человек спрашивает, смогу ли я купить квартиру, не будет ли у меня проблем, мы должны, в принципе, изучить гороскоп с точки зрения того, что насколько у человека потенциал на владение недвижимостью присутствует, на то, насколько эта недвижимость может быть беспроблемной. И у меня есть одно очень хорошее видео. Я вам прикреплю сейчас в правом верхнем углу ссылку на это видео, если кто еще не смотрел. Очень классное на самом деле. И некоторые зря его недооценивают, кто пропустил это видео специально, потому что в этом видео как раз-таки я рассказывала о том, как определить, что у человека высокий потенциал на владение недвижимостью, на то, что у человека будет недвижимость хотя бы одна, но какая-то своя. Откуда она придет, это уже другой вопрос. Мы уже по-другому будем смотреть. Но тем не менее, потенциал на владение недвижимостью в гороскопе тоже виден, как и потенциал на хорошие отношения, потенциал на рост статуса, потенциал на высокую карьеру, потенциал на владение хорошим транспортом, потенциал на иммиграцию, потенциал на сильные болезни, потенциал на крепкое здоровье, потенциал на хорошее здоровье в деторождении, на не очень хорошее здоровье в деторождении. Любой потенциал, перед тем, как рассматривать какой-то вопрос, мы должны его изучить. И, значит, что мы видим в этом гороскопе? Мы видим, что
На оси четвертого и десятого дома гороскопа находятся Раху и Кету. Раху и Кету на оси четвертого и десятого домов гороскопа — это один из потенциально таких моментов, которые указывают на то, что у человека в этой сфере будет интерес. Но, как я уже рассказывала в предыдущем вот этом вот видео про потенциал на владение хорошей недвижимостью, что Кету в четвертом доме гороскопа хуже, чем Раху, потому что Кету — это планета, которая отрезает. В чистой теории Кету в четвертом доме гороскопа говорит о том, что эта сфера нам может либо быть неинтересна, либо мы можем в этой сфере условно что-то терять. Но мы все равно будем туда стремиться, потому что нам туда хочется, потому что там стоит наш кармический узел Кету. Но это не значит, что человек все время теряет. Это может быть так, что человек очень привязан к жилью, к теме к этой жилья. Но тем не менее, Кету в четвертом доме гороскопа может давать какие-то странности с жильем, безусловно. Однако это один из признаков того, что человек будет стремиться реализоваться в этой сфере, либо в какой-то момент перед ним этот вопрос встанет, и он будет его решать. Второй момент, который мы должны рассмотреть, как расположен управитель четвертого дома гороскопа. В этом гороскопе четвертым домом, домом недвижимости, управляет Меркурий. Меркурий расположен в пятом доме гороскопа, и таким образом Меркурий сам по себе, как управитель четвертого дома недвижимости, находится в хорошем положении, потому что он формирует раджа-йогу, королевскую комбинацию. То есть четвертый дом недвижимости таким образом у нас становится укреплен. Это плюс к тому, что человек может владеть недвижимостью. Еще один показатель, который у нас отвечает за недвижимость в гороскопе, это Марс. Марс у нас располагается в девятом доме гороскопа, но он сам по себе не формирует раджа-йогу, но есть один плюсик к этому Марсу, это то, что он соединен с Юпитером. Юпитер — это все-таки планета, которая у нас является бенефиком, которая у нас является благодетелем, которая может расширять то, к чему она прикасается. Поэтому Юпитер, в принципе, у нас здесь в плюс. Сам Марс у нас находится в созвездии под управлением Раху. Нам это в контексте наличия либо отсутствия недвижимости ни о чем не говорит. Есть еще одна точка, которую мы обязательно должны рассматривать. Это Матри Карака, Чара Карака. Вопрос применения чаракарок очень много споров вызывает, но тем не менее я использую чаракарики, в том числе в Вимшотаре Даши, я использую чаракарики для оценки гороскопа, но чаракарики по схеме из 7 чаракарок обязательно у вас должны стоять, потому что из 8 у вас так работать не будет. И Луна — это матрикарика в данном гороскопе, планета, отвечающая за недвижимость. Луна у нас находится в пятом доме гороскопа, соединенная с управителем четвертого дома гороскопа. Луна у нас раджа-йогу не формирует. Луна находится просто в пятом доме гороскопа с управителем при этом четвертого дома гороскопа с Венерой. Это три бенефика, соединенные вместе, поэтому теоретически, в принципе, Луна расположена неплохо, и теоретически, в принципе, это не минус. Можно сказать, что это такой маленький плюс. Теперь мы должны посмотреть на Вамшу, которая у нас является дополнительным гороскопом, и в том числе положение, все эти положения мы должны уточнить в Навамше, если у нас дополнительные какие-то указания на то, что здесь нам обещано. Или, может быть, наоборот, Навамша нам снижает вероятность хороших вопросов. Или наоборот, Навамша нам снижает вероятность хорошего, благоприятного исхода. Что мы видим в Навамше? Очень хороший признак — это управитель первого дома Навамши, располагающийся в четвертом доме Навамши. То есть также управитель первого дома гороскопа расположен в четвертом доме недвижимости, что плюс с точки зрения обладания недвижимостью. Луна, как матри Карака, показатель недвижимости, находится в пятом доме в Раджа-йоге. То есть вот это положение Луны, оно здесь раскрывается тем, что Луна все-таки у нас более благоприятна, и Луна располагается с Раху, что тоже добавляет плюсов, потому что это может указывать на сильное желание недвижимости своей и на то, что ее может быть много, условно, в разные периоды, либо в какой-то один период, но тем не менее. Следующий показатель,
который мы должны рассмотреть, это управитель четвертого дома гороскопа Сатурн, который в данной карте является йога-каракой. И Сатурн соединен вместе с Марсом, управителем седьмого дома гороскопа. Таким образом, Сатурн и Марс, Марс у нас же тоже отвечает за недвижимость, Сатурн и Марс формируют между собой еще и раджа-йогу. То есть в целом уже в этом гороскопе сразу понятно, что у этого человека может быть своя недвижимость. Но дело в том, что недвижимость была, которая досталась от родителей, и эта недвижимость была продана женщиной, на деньги были отправлены там на решение совместных супружеских вопросов. И при этом сейчас был суд, где женщине присудили какую-то часть от недвижимости, которая была в браке, но она ее по факту получить не может. Вот это вот положение кету в четвертом доме гороскопа такие вещи нам тоже может давать. Еще одна карта, которую мы обязаны посмотреть, это карта D4 Четуртхамша, которая отвечает за недвижимость непосредственно. Дробная карта, жемчужины такие в ведической астрологии, дробные карты. Что мы видим в карте D4? В первом доме гороскопа находится кету, который тоже указывает на то, что какое-то жилье наше, принадлежащее нам может быть недоступно. Управитель первого и четвертого дома гороскопа — это одна и та же планета, это, в принципе, тоже плюсик, это Меркурий, который расположен в знаке зодиака Рак. Рак — это это знак зодиака, который соотносится с четвертым домом гороскопа, поэтому положение бенефиков, особенно в знаке зодиака Рак, то есть положительных планет, оно благоприятно для темы недвижимости и транспорта. И Меркурий у нас находится как управитель четвертого дома гороскопа во втором. Это тоже очень хорошо, в принципе, в этой карте. Меркурий получает аспект от Венеры. У них формируется аспектная раджа-йога, но есть два минуса. Это Марс в 12 доме гороскопа и Луна в 8 доме гороскопа. Марс как показатель недвижимости, Луна как матрий карака. Но при этом хорошо, что Луна у нас под аспектом Меркурия соединена с Венерой. В принципе, это смягчает показатели Луны, то, что она находится в 8 доме гороскопа. И Марс у нас с Сатурном, ну, есть здесь и плюсы, есть здесь и минусы того, что Марс с Сатурном располагаются в 12 доме гороскопа. Марс как бы указывает на то, что недвижимость может быть и потеряна, и продана, то есть разные могут быть истории. Тем не менее, оценив этот гороскоп, можно сделать вывод, что в принципе потенциал у человека на владение недвижимостью есть. Не суперолигарх или земляной король, но тем не менее потенциал на владение недвижимостью есть. Дальше мы должны перейти к периодам, которые проживает человек. И значит, сейчас идет период Сатурн-Раху, и как говорит женщина, что с вопросами этого жилья, которое ей досталось по разделу имущества, очень все сложно. Она не может выделить там себе, то есть она не может ничего получить от этого жилья, по сути. Но хочется свое, хочется взять ипотеку, хочется как-то решить этот квартирный вопрос, а с бывшим мужем договариваться невозможно. Раху соединен с Луной, показателем недвижимости и с показателем нашей психики. Поэтому этот вопрос стоит остро, и человек чувствует необходимость этот вопрос решать. Он чувствует желание большое решить вопрос, связанный с недвижимостью. И, конечно, Луна у нас находится под аспектом Сатурна. Сатурн указывает на какие-то ограничения, на то, что этот вопрос может быть сейчас сложным. Ну и на то, что это же у нас все-таки карта, отвечающая за отношения с противоположным полом в браке отношений, поэтому, конечно, с мужем могут быть отношения сейчас по-прежнему натянутыми. Раху в основном гороскопе, то есть Сатурн, в принципе, большой период Сатурна рассматривать, наверное, не имеет смысла, потому что, скорее всего, этот большой период Сатурна уже давал какие-то вопросы по недвижимости, то есть он уже дал, в принципе, даже вот этот вот выигрыш в разделе имущества. То есть Сатурн, в принципе, дает возможность какую-то недвижимость получить, но на бумаге в том числе, потому что Сатурн находится в третьем доме. Третий дом — это у нас документы. По документам
недвижимость есть, да, по документам недвижимость получена, пожалуйста, распоряжайся как хочешь, но распоряжаться ею невозможно. И вместе с тем, в этом же году происходит смена подпериода. Раху у нас длился с 2024 года, а с 10 ноября 2026 года по 21 мая 2029 года наступает подпериод Юпитера. И о чем нам говорит подпериод Юпитера? Это очень интересно, потому что Юпитер на самом деле у нас соединен с Марсом. Юпитер — это показатель денег, Юпитер — это показатель профессии в этом конкретном гороскопе. Юпитер — это планета, которая управляет седьмым домом брака и десятым домом профессии и находится вместе с Марсом показателем недвижимости. Что интересно, что на самом деле Юпитер с Марсом могут здесь возвращаться в тему спорных вопросов, связанных с недвижимостью, потому что Марс управляет еще и шестым домом судов, и возможность, тут, видится, повторного решения спорных вопросов, связанных с недвижимостью. И дело в том, что на самом деле Юпитер — это планета, которая очень часто, касаясь каких-то вопросов, дает, больше благоразумия в решении этих вопросов. К тому же Юпитер — это планета денег. Поэтому сам по себе под период Юпитера с 10 ноября 26 года по 21 мая 29 года указывает на то, что спорные вопросы, связанные с недвижимостью, могут быть решены, в том числе путем какого-то благоразумного подхода, путем того, что, возможно, удастся как-то договориться, и Юпитер указывает на вероятность получения денег этой женщины для решения своих вопросов, связанных с недвижимостью. Потому что здесь же Юпитер у нас аспектирует управителя второго дома гороскопа и Марс как управитель шестого. То есть, возможно, можно будет договориться с мужем, решить этот вопрос повторно. Юпитер в гороскопе, который отвечает за недвижимость, управляет седьмым домом гороскопа и находится в третьем доме гороскопа и говорит о заключении какого-то договора, какого-то соглашения, связанного с недвижимостью. То есть то, что будет заключена какая-то сделка. Но дальше еще интереснее, потому что после Махадаши Сатурна с 21 мая 2029 года вот у нас заканчивается Сатурн-Юпитер и наступает Махадаша Меркурия. То есть вопрос, будет ли у меня вообще жилье, будет ли у меня возможность получения жилья, строительства жилья, покупки жилья и так далее. Махадаши Меркурия с 21 мая 2029 года по 21 мая 2046 года указывает на то, что свое жилье будет. Если человек сейчас в Махадашу Раху и в Антардашу, вернее, Раху и в Антардашу Юпитера проживает в съемном жилье, потому что Юпитер управляет десятым домом, то в Антардашу, вернее, в Махадашу Меркурия, в большой период Меркурия, как управителя первого дома и десятого дома, человек проживает в своем жилье. Меркурий — это планета, управляющая первым и четвертым домами, самыми важными домами для этой карты. И в основном в гороскопе Меркурий тоже управляет четвертым домом недвижимости и формирует раджа-йогу, королевскую комбинацию. То есть указывает на благополучное разрешение этого вопроса, на возможность купить жилье, построить свое жилье и иметь свое жилье. Но этот вопрос я бы разделила на несколько частей все-таки, потому что вопрос еще состоит в том, что хватит ли денег, есть ли возможность спокойно платить ипотеку. Да, Сатурн здесь дает аспект на этого Меркурия, который стоит во втором доме денег, то есть какие-то все равно ограничения присутствуют. Но Махадаша у нас меняется с Сатурна на Меркурий, и Меркурий у нас находится в пятом доме гороскопа, аспектирует 11 дом гороскопа, дом денег, и Меркурий с Луной формируют очень даже неплохие здесь денежные комбинации. При этом они еще получают аспект от Юпитера, тоже, который у нас отвечает за деньги. Поэтому в целом я бы сказала, что с
началом вот решения этих вопросов, возможно, по деньгам будет, допустим, как-то не очень хорошо изначально, то есть сложно, чувствительно изначально будет, но в дальнейшем все-таки у нас периоды обещают достаточное финансовое положение, я бы сказала так, достаточное финансовое положение. Я не могу сказать, что у вас тут прям какой-то взлет по карьере, но, возможно, это будет связано, хотя все равно Меркурий в гороскопе карьеры под аспектом Солнца, и, возможно, какие-то все-таки какой-то рост, потому что Солнце у нас часто дает в том числе рост, но в гороскопе карьеры Меркурий на самом деле не обладает какими-то значимыми преимуществами, то есть он не дает такого указания, что человек там прям станет высоким руководителем, там топ-менеджером или еще что-то, но солнышко, оно все равно может давать там повышение ведущий, главный специалист. Я, конечно, не знаю, где и как вы работаете, тем не менее. В Навамше Меркурий аспектирует второй дом денег, но Меркурий у нас связан тут с двумя домами денег, в принципе, и получает аспект от Солнца. Единственное, что я бы сказала, что нужно рассчитывать свои силы по здоровью и не класть все свое здоровье на то, чтобы кому-то что-то доказать, и не класть все свое здоровье на то, чтобы этот решить вопрос ценой собственных вообще усилий. Вернее, не так, на то, что этот вопрос нужно решать, но не выпрыгивать из своих возможностей, потому что Меркурий у вас от Макарака, планета, которая отвечает за здоровье. И поэтому Меркурий указывает на то, что нужно к здоровью бережнее относиться и не пытаться там прыгнуть выше головы. Допустим, вы хотите купить какое-то жилье, которое не вписывается в ваш бюджет, и вы думаете, я возьму 3 работы и буду работать до посинения, и таким образом выплачу все. Но ваш гороскоп указывает на то, что должен быть соблюден режим труда и отдыха, что здоровье тоже должно быть у вас в фокусе. Возможно, вы захотите какого-то преображения, потому что Меркурий в знаке зодиака Весы, вам захочется преображения, какой-то эстетики, красоты, то есть вы будете заниматься вопросами своего здоровья точно так же. Но в контексте покупки жилья я не рекомендую вот так вот выпрыгивать из своих возможностей. Дальше, если мы с вами посмотрим Чарадашу, мою любименькую, то мы увидим, что в Чародаше у нас до 29 ноября 2028 года идет период весов, и этот период весов, в принципе, указывает на то, что по деньгам может быть достаточно еще скромно, потому что во втором доме гороскопа стоит Сатурн и Солнце. Но, тем не менее, Сатурн в Махадаше весов обещает доход от недвижимости. Но, опять же, это тоже такая история сложная, потому что доход от недвижимости, он уже по сути был, потому что вы, скорее всего, даже, может быть, в этот период продавали либо недвижимость, либо транспорт и получали какие-то деньги. Поэтому Махадаша весов, она у нас такая спорная из-за того, что уже какие-то события произошли, которые я не все знаю из вашей жизни, и поэтому сказать, что вот 100% там эта Махадаша вам обещает, да, она обещает, но, возможно, вы уже что-то получили обещанное. Однако мы должны посмотреть следующую Махадашу Девы с 29 ноября 28 года по 30 ноября 2039 года. И что нам обещает Махадаша Девы? Махадаша Девы, в принципе, нам обещает нормальную по деньгам историю, нормальную, потому что во втором доме гороскопа у нас находится Меркурий, Луна, Венера, и они формируют между собой, между прочим, здесь очень денежные комбинации. То есть это второй дом денег, здесь у нас 3 планеты, здесь у нас, конечно, есть Игнатий Карика Венера, она обещает нам и расходы какие-то крупные, но тем не менее, этот период указывает на то, что у вас есть потенциал, опять же, для решения вопросов, связанных с недвижимостью и для ипотеки. Поэтому я бы сказала, что вообще, наверное, я бы даже попыталась решить вопрос сначала все-таки с тем домом, который у вас есть и который у вас, ну, я, по крайней мере, вижу по вашему это гороскопу, да, что вы сразу не заселитесь в свое жилье. Я вижу по вашему гороскопу, что, скорее всего, вам удастся как-то решить вопрос с тем домом, который есть, и потом решить вопрос с покупкой своего жилья, потому что, по крайней мере, сейчас, в ближайшее время, вы все еще будете проживать
побывать на съемном жилье. Однако вот эта Махадаша Девы, она еще указывает на то, что у вас поменяется личная жизнь. То есть, возможно, у вас появится человек, который вам будет в том числе помогать или с которым вы вместе что-то будете делать. Хотя все равно вот эта недвижимость, которая в период Меркурия, она не указана, ну, менее вероятно, что она покупается в браке, скорее более вероятно, что вы покупаете ее для себя. Тем не менее, вместе с тем, то есть периоды, в принципе, по гороскопу очень даже способствуют решению ваших вопросов, но скорее с конца 2026 года. Если мы посмотрим на годовой гороскоп, который у нас начинается в 2026 году, в ноябре 2026 года, что мы видим? В первом доме гороскопа мы видим Марс, показатель недвижимости, мы видим Юпитер, планету, которая отвечает за удачу в том числе, и при этом управитель первого дома гороскопа расположен в четвертом, а управитель четвертого дома расположен в первом доме гороскопа. Сильный обмен домами между Марсом и Солнцем, указывающий на то, и Солнце при этом матрикара, как показатель недвижимости, попадает в свой собственный дом, и Марс попадает в первый дом годового гороскопа. Это уже указывает на то, что этот год благоприятен для решения вопросов, связанных с недвижимостью, для того, чтобы выбивать свои деньги за недвижимость. Возможно, сейчас даже уже оформлять ипотеку и вступать в строительство, но недвижимость по факту вы получаете, когда у вас начинается Махадаш Меркурий, то есть вы как бы уже начинаете жить в своем жилье. И, в принципе, я не вижу каких-то препятствий к тому, что вы не можете этого сделать. Я не вижу каких-то препятствий, указывающих на то, что у вас это не получится. Ваш гороскоп дает зеленый свет на решение данного вопроса, на то, что вы можете это сделать. Поэтому желаю вам удачи в этом вопросе. Благодарю всех, кто уделил внимание просмотру этого видео. Новичков, желающих разобраться в ведической астрологии, приглашаю к себе на длительное обучение в октябре, а также приглашаю на обучение продолжающих. У меня есть и курс по чердаше, и курс по дробным картам. Ссылки на курсы обязательно в описании, в комментариях к этому видео. Благодарю за просмотр, благодарю за поддержку этого канала в виде ваших лайков, комментариев и обратной связи. И до новых встреч. Пока-пока.